В этом видео мы расскажем про черепицу, которая чинит саму себя, про бесшумные генераторы энергии, которые помогут сэкономить на счетах за электричество, про роботов, которые оберегают все рабочее человечество от падений и травм, и массу других интересных изобретений для крыши, которые вас удивят. А закончим по-настоящему уникальным исследованием, которое способно повлиять на будущее планеты. Те, у кого есть частные дома, наверняка знают, что мало один раз сделать крышу. Периодически покрытие крыши приходится менять, потому что именно оно является основным барьером от влаги. Часто железная кровля, которая блестит, нагревается под солнечными лучами и делает дом горячее, чем он мог бы быть с более продуманным покрытием крыши. Кроме того, железная кровля, подвергаясь резким перепадам температуры и влаги, ржавеет и деформируется, что нарушает теплоизоляцию и заставляет жильцов использовать обогреватели зимой и кондиционеры или вентиляторы летом, что невыгодно ни с экономической, ни с экологической точки зрения. Так вот, в UFU изобрели покрытие для крыши, которое помогает защитить ее от разрушительного воздействия влаги и солнечных лучей. Но это не все. Также за счет улучшения теплоизоляции покрытие может сократить энергопотребление и сохранить приятный микроклимат внутри помещений. Благодаря соединению циркония, ванадия и висмута, композитный материал, созданный при международном сотрудничестве нескольких стран, отражает около половины солнечных лучей. При этом нагревается лишь поверхность крыши, а температура внутренней части кровли держится в диапазоне на 12 градусов ниже. Материал не только способствует понижению температуры внутри здания, но и повышает износоустойчивость крыши, что снижает риск появления ржавчины, а это автоматически ведет к уменьшению затрат на ремонт, ведь его придется делать реже. Многие проблемы с крышей связаны с тем, что материал для ее отделки сложно сделать бесшовным, а может быть не так уж и сложно. В этом нам поможет кровля из напыляемого пенополиуретана SPF. Эта современная технология состоит из двухкомпонентной жидкости пены, которая распыляется на поверхность крыши. Крыши SPF создают бесшовные поверхности, которые являются водонепроницаемыми и обеспечивают превосходную изоляцию здания как от ненужной влаги, так и от ненужных температур извне, как высоких, так и низких. Исследования показывают, что по сравнению с другими кровельными покрытиями, кровля SPF обеспечивает повышенную долговечность и на протяжении долгого периода использования качественно экономит энергию за счет уменьшения фильтрации воздуха и снижения теплопроводности. К тому же SPF-материал является превосходной защитой от ультрафиолета и устойчив к резким перепадам температур. При правильном применении SPF-крыши приобретают бесшовную монолитную поверхность, которая действует как изоляционный и водонепроницаемый барьер. Они чрезвычайно прочны и могут прослужить до 50 лет. Кроме того, крыши SPF быстро и легко монтируются и требуют минимального обслуживания. Проверка крыш никогда еще не была проще и безопаснее благодаря растущему разнообразию и доступности дронов. Даже более дешевые модели оснащены камерами, которые позволяют исследовать крышу, не поднимаясь на нее, что позволяет избежать проблем и опасных ситуаций. Чтобы привыкнуть к дронам, может потребоваться некоторое время, ведь поначалу управление ими может показаться сложным, а сами дроны немного привередливыми, особенно если вы никогда раньше этого не делали. Следует также отметить, что элементы управления у разных моделей будут различаться. Дроны среднего класса обычно предлагают новичкам наиболее интуитивно понятный интерфейс. И, конечно, куда же без роботов. Например, роботизированный укладчик черепицы – это новейшая роботизированная технология в строительстве, привлекающая большое внимание. Да, робот на базе лебедки по-прежнему требует, чтобы люди управляли им и перезагружали черепицу. Так что в ближайшем будущем не ожидайте увидеть полностью автономного робота, устанавливающего крыши. Также уже существует инспекционный робот, похожий на марсоход. Такой компактный робот, благодаря видеокамере высокого разрешения и различным датчикам, позволяет безопасно проверять опасные и труднодоступные места на крыше, что помогает снизить риски травмы для рабочих. Как и роботы-установщики черепицы, роботы-вездеходы не собираются в ближайшее время избавляться от людей-профессионалов-кровельщиков. Но подобные кровельные технологии обладают потенциалом для дополнительной автоматизации и, в свою очередь, для повышения эффективности. Но что, если чинить ничего не придется? Традиционная битумная черепица, конечно, помогает создать привлекательную и экономичную крышу, но есть и обратная сторона. Черепица из битума подвержена разрушениям из-за погодных условий. Такая черепица часто плесневеет, разрушается от влаги или трескается под воздействием ультрафиолета. Поэтому ученые занялись самовосстанавливающейся черепицей, которая изготавливается из термопласта. Именно материал позволяет черепице ремонтировать мелкие царапины.
Как это работает? Солнце нагревает термопласты, что помогает полимерам отделяться и быть подвижнее. Затем, когда черепица остывает, молекулы термопласта создают новые связи, запечатывая любые повреждения на черепице, такие как потертости и царапины. Важно отметить, что процесс нагрева и охлаждения не влияет на долговечность термопластов. Самовосстанавливающиеся материалы стали еще одним интересным достижением в кровельных технологиях. Эти материалы помогают снизить потребность в дорогостоящем ремонте и замене кровли. А в США тем временем думают о частном производстве энергии. Да, мы уже рассказывали про элементы для сбора солнечной энергии, размещаемые на крышах. Настало время поговорить об энергии ветра. Инженеры из Америки показали стартап под названием AeroMine. Уникальность технологии состоит в том, что этот ветрогенератор можно установить на крыше дома и пользоваться энергией ветра. И, конечно же, при работе над этим ветрогенератором инженеры постарались свести шум от работы техники до минимума. Согласитесь, никому не хочется, чтобы у них над головой постоянно что-то гудело. И именно эта бесшумность работы выгодно отличает AeroMine от других изобретений этого сегмента. Ведь ученые уже не раз пробовали использовать крыши для размещения ветрогенераторов, а получается только у этих. Почему? В основе изобретения лежит аэродинамический профиль – особая форма поперечного сечения крыла самолета. Ученые соединили две лопасти и расположили их вертикально. Попадающие туда потоки ветра создают низкое давление, и воздух всасывается через щели их частично полых корпусов. Это приводит в движение небольшую турбину, которая и вырабатывает электричество. Ну и, конечно, когда мы говорим о новшествах из мира технологий, важную роль в усовершенствовании дома играет цена. Так вот, AeroMine также удивляет своей относительной дешевизной и обязательной для частного сектора простотой обслуживания. Авторы изобретения уже получили одобрение Министерства энергетики США. Ну и пока мы не слишком далеко ушли от альтернативной энергетики, расскажем вам про один французский стартап. Как вы уже, наверное, знаете, в Евросоюзе только и думают о том, как бы побыстрее перейти на зеленую энергетику. Поэтому и стартапы подобного рода не заставили себя ждать. Например, появившаяся в 2016 году компания WindMyRoof разработала гибридный электрогенератор, который собирает и энергию ветра, и энергию солнечных лучей. По факту это комплект из ветряной турбины мощностью 1500 Вт и двух солнечных модулей по 600 Вт каждый. В компании говорят, что именно такой комплексный подход поможет обеспечить круглогодичный бесперебойный сбой энергии, а заодно практично использовать обычно бесхозное и неиспользуемое пространство крыш. Весит система 300 кг, а благодаря ее размерам 2,1 на 1,6 на 2 метра, для ее размещения достаточно 4 квадратных метров свободного пространства. По словам представителя компании, Windbox лучше устанавливать на краю крыши, что не только поможет генерировать энергию от горизонтальных и вертикальных потоков воздуха, но и увеличит площадь, которую можно использовать для размещения солнечных панелей на крыше. Уже задаете вопрос, насколько бесшумно сделали систему? Конечно, о комфорте жильцов инженеры не забыли. Система имеет бесшумный корпус, а при ее установке используются антивибрационные крепления. А как насчет вырабатываемой энергии, спросите вы? По первым подсчетам, за год гибридная система Windbox может производить до 2000 кВт в час за счет энергии ветра и до 800 кВт в час за счет солнечной энергии. Стоит ли это того? Каждый решит для себя. Раньше раздвижная крыша использовалась для оформления бассейнов. Но что, если ее разместить над террасой или верандой? Что, если настроить автоматику так, чтобы вам не пришлось и пальцем шевелить, чтобы закрыть крышу, когда начинается дождь? Есть два способа сборки крыши. В одном составные части складываются под углом, поднимаясь перед передвижением по профильным рельсам. Во втором стекло или поликарбонат аккуратно задвигаются в стопку в горизонтальном положении. Для такой сборки обычно используются ролики, передвигающиеся по рельсам. Каждая панель движется по собственному желобу и имеет отдельный мотор мощностью 24 Вт. Умной же раздвижную крышу делают специальные датчики, которые реагируют на погодные условия. Датчики можно настроить так, что как только выглянет солнце и температура повысится, на контроллер, мотору и роликам поступит сигнал разъехаться. Если же небо потемнеет, соберется дождь, датчик зафиксирует понижение температуры и отправит информацию об изменении погодных условий. Ролики двинутся обратно и закроют помещение от ветра и дождя. Также можно запрограммировать время открытия и закрытия крыши утром и вечером, или же оставить ручное управление электроприводом через пульт, который обычно имеется в базовой комплектации. Основным материалом перекрытия является поликарбонат или закаленное стекло. Легкий и прочный, он отлично сохраняет тепло, поддерживает звукоизоляцию,
ограждает и укрывает от ветра, а также защищает от дождя. Благодаря сохранению возможности естественного освещения экономит электроэнергию, средства на вентиляцию и отопление, увеличивает полезное пространство рядом с домом и защищает помещение от переохлаждения в ночное время суток. А сейчас мы расскажем про технологию, которая будто бы вышла из фантастического фильма. Иначе и не скажешь. Потому что в США создали покрытие для кровельной черепицы, которое способно очищать воздух. Стоит отметить, что ранее производители не раз пытались продать материалы для крыш, которые будто бы очищали воздух. Но ни один из них не смог подтвердить это исследованиями и отчетами. От чего очищаем? От оксида азота, который выделяется при сжигании некоторых видов топлива и взаимодействии с летучими органическими соединениями и при солнечном свете образует смог. Так вот, с диоксидом титана это, кажется, получилось. Ученые решили количественно измерить, сколько же оксида азота сможет удалить диоксид титана из воздуха. Для этого они покрыли две одинаковые кровельные плитки слоем диоксида титана различной толщины. Затем плитки были помещены внутрь миниатюрной климатической камеры, построенной из дерева, тефлона и ПВХ-труб. Камеру подключили к источнику оксидов азота и устройству, которое считывает концентрацию этого вещества в камере. Для имитации солнечного света был использован ультрафиолетовый свет, который активирует диоксид титана. По результатам эксперимента выяснилось, что каждая плитка с покрытием разрушила до 97% оксида азота. Кроме того, исследователи обнаружили, что эффективность зависит не от толщины слоя диоксида титана, а от площади поверхности покрытия. Поэтому покрытие 1 миллиона стандартных плиток кровельной черепицы диоксидом титана, по их подсчетам, способно ежедневно удалять из окружающего воздуха 21 тонну оксида азота. Да, вам не послышалось. Ежедневно. На следующем этапе ученые планируют проверить свойства диоксида титана при его добавлении в фасадную краску. О, дивный новый мир! Кстати, это не первая проблема, решаемая просто напылением покрытия. Также уже существуют технологии покрытия, которые затрудняют прилипание грязи и скопление воды, что может привести к появлению плесени. Ну а то, что грязь легко смывается дождем, обеспечивает эффективную самоочистку крыши, что помогает снизить риски для здоровья работников и домовладельцев, которые часто страдают от травм из-за падения с лестниц и крыш. Поскольку технологии продолжают развиваться, вполне вероятно, что в кровельной отрасли мы увидим еще более захватывающие события. Вот некоторые прогнозы на будущее кровли. Увеличение использования экологически чистых материалов. Учитывая повышенное внимание не только к зеленой энергетике, но и к окружающей среде, вполне вероятно, что мы увидим все больше и больше домов и зданий, использующих экологически чистые кровельные материалы, такие как солнечная черепица, зеленые крыши и другие экологически чистые варианты. Конечно же, все быстрее будет развиваться технология 3D-печати. Об этом вы сможете найти отдельный выпуск на канале. Интеграция с технологией умного дома. Поскольку все больше и больше домов становятся умными, вполне вероятно, что кровельные технологии станут более интегрированными с этой технологией. Это могут быть датчики, которые следят за состоянием крыши, или черепица, способная взаимодействовать с другими интеллектуальными устройствами в доме. Более широкое использование автоматизации и робототехники. Поскольку технологии продолжают совершенствоваться, вполне вероятно, что мы увидим более широкое использование автоматизации и робототехники в кровельной промышленности. Это может включать в себя использование дронов для проверки крыш или роботов для выполнения задач по техническому обслуживанию. Надеемся, что видео было полезным и вы узнали что-то новое, что сможете применить и в вашем доме. А мы уже готовим для вас новое видео. До встречи на канале.